Дорогой мой друг Яков, здравствуй. Здравствуйте, Иван. Расскажите нам, пожалуйста, чем вы занимаетесь здесь на нашем фестивале? Что за процесс мы наблюдаем? Вы наблюдаете очень необычный процесс, он совершенно гипотетический, с одной стороны, с другой стороны, он полон научного смысла. Здесь мы пытаемся смоделировать мастерскую, которая могла бы в степи из переработанного стекла делать дешевые бусы. У нас, к сожалению, нет археологических данных, которые свидетельствовали бы о производстве кочевыми народами стеклянных изделий, но сами они в большом количестве находятся в погребениях, ну и не только, и в поселениях тоже. Поэтому для публики мы просто показываем саму механику, как с помощью простых приспособлений, кожаных мехов, глиняного горна можно достичь такую температуру, что стекло будет плавиться. Вот. Ну и между тем для себя проводим некоторые технологические эксперименты, показывающие архаичные способы производства и создания копий, реплик старинных артефактов. А вот такая купольная форма печи, она нужна для создания высокой температуры или это больше для удобства именно обращения с расплавленным стеклом? Ну, это предположение, потому что открытый очаг, он не дает большой температуры. Это... В вашем вопросе есть два ответа, оба они правильные. И то, и то. Это и удобство производства. Ветер не задувает, не уносит жар в сторону, не рассеивает его. Повторюсь, что аналогов таким печам целиком не найдено. В редких случаях, уже не в античное время, в более позднее, находят буквально там 3-5 сантиметров, круглый прокал, какие-то глиняная стеночка. И не всегда понятно, что это. Может быть, это ювелирный горн, в котором плавили металл, может быть, стеклянный, потому что не всегда остатки производства тоже адекватны. Может быть, это что-то, не знаю, там лепешки на этом горне жарили. Вот. Так что это все, как я уже сказал, может быть, это бронзолитейное, но, как бы, конечно, положа руку на сердце, если это прям производство, то там должно все быть завалено шлаком или стеклянными брызгами, всякими полуфабрикатами, оттянутыми капельками стекла со следами вот таких всевозможных пинцетов и выковыренная грязючка, потому что у них стекло было не такое чистое, как у нас сейчас, как мы используем. Мы не варим стекло, а используем итальянское для лэмпворка. А есть какая-то сложность, какая-то разница, может быть, разные техники изготовления этих бус? Вот об этом расскажите. Да, прям я даже не знаю о чем, о сложности или о технике, потому что опять в вопросе сразу два вопроса. И о том, и о том. И о том, и о том. Сложности есть. Это то, что археологи плохо копают и находят не то, что нам хочется. Вот, мы с ними все время пытаемся вступить в диалог по этому поводу, но нам не удается, нас почему-то не понимают. Пытались писать письма, но не отправляем. Боимся пока. Вот, значит, по поводу техник, очевидно то, что ассортимент даже античных бус, он состоит из изделий, в которых применяются разные методики. Это и наматывание стеклянной расплавленной массы на вот металлические стержни, то, что мы сейчас называем там лэмпворком, и способ спекания, когда, например, делаются полосатые длинные ленты, на которых вот просто брали разноцветные палочки, их вот так вот... Нет, их не перекручивали, их вот так вот клали на какую-то подложку, видимо, подмазывали каким-то глиной или чем-то, чтобы они не припекались к самой печи. Их туда клали, они спекались друг другом, превращаясь в такую полосатую пластинку. И уже разрубая эту пластинку на маленькие фрагменты, нагревая их, быстро наматывая на металлический стержень, получали продольно-полосатые бусины. Здесь без подобной печи мы этого сделать не сможем. Также применялись сложная техника, так называемая мозаичная. Это хорошо известные, очень красивые миниатюрные бусины, внутрь которых вплавлены
лица человеческие, там, то ли это медуза горгона, то ли еще что-то. Очевидно, что предки наши наполняли каким-то смыслом мистическим или ритуальным вот эти изделия, но до конца нам это неизвестно, но сами по себе тонкость работы, она потрясает, потому что действительно они делали это все без современных там, как это называется, термоизмерительных приборов, термопары, вот этого всего. И они, конечно, одним приемом не ограничивались, по крайней мере, были мастерские попроще, где делали одноцветные просто круглые шарики, а были мастерские, которые делали настоящие шедевры, мозаичные бусины, это отвал башки. И те бусины, которые вот на тебе, это твоего собственного, да? Да, это сарматские бусины примерно 2-го тысячелетия нашей эры. Хорошо, мы, я думаю, дождемся скоро процесса и еще немного отснимем для наших зрителей процесс. Спасибо тебе большое. Жду вас. Я вас запомнил, Иван.